Привет, друзья! Что происходит, когда в Германии такие, как канцлер Фридрих Мерц, нарушают политическое табу ради прагматизма, а Трампа обвиняют Германию в цене ваших же лекарств? Сегодня вы узнаете, как неожиданные политические альянсы и жесткие шаги против фармацевтических гигантов могут повлиять на вашу жизнь и весь мировой порядок. Именно партия левых в Германии неожиданно предоставила фракции ХДС Христианско-демократического союза решающий шанс. В Бундестаге она помогла избрать Фридриха Мерца на пост канцлера во втором туре голосования. Этот неожиданный политический поворот стал возможным благодаря голосам, пришедшим именно со стороны партии, которая долгое время считалась табу для христианских демократов. Но, как показывает ситуация, в будущем федеральному правительству вновь может понадобиться поддержка именно этой политической силы. Однако перспектива сотрудничества с левыми вызывает острые споры даже внутри самого ХДС. После того, как была проведена совместная координация голосов для второго тура выборов канцлера, в рядах ХДС усилились голоса за более прагматичный подход к партии левым. Одной из тех, кто решительно высказался по этому поводу, стала Карин Прин, вице-председатель ХДС. В интервью она подчеркнула, цитата, «Наше время требует от всех демократических сил в Германии больше терпимости к неоднозначности и меньше догматизма. По ее мнению, партия ХДС должна прагматично взвешивать решения и всегда держать в поле зрения стабильность демократических институтов». Карин Прин также сделала важное уточнение. Нельзя ставить партию левых в один ряд с альтернативой для Германии. Хотя, как она отмечает, обе эти партии находятся в фундаментальном противоречии к позиции Христианско-демократического союза, между ними все же существуют глубокие различия. Она подчеркнула, что альтернатива для Германии – это партия крайне правая. Она представляет угрозу для нашей либеральной демократии и добавила, что партия левых такой угрозой не является. Созвучно с этим высказался и Марио Фойхт, премьер-министр федеральной земли Тюрингии. Он призвал к взвешенности и прагматизму в условиях сложных парламентских отношений. Цитата. «В ситуации, когда нет ясного большинства, важно действовать осмотрительно и с учетом политической реальности. По его мнению, если партия, в отличие от АДГ, не стремится к разрушению существующей системы, то Христианско-демократический союз может, несмотря на идеологические разногласия, заключать с ней парламентские договоренности, руководствуясь государственно-политической ответственностью». Однако не все партии готовы идти на такие шаги. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман занимает твердую позицию, он категорически против смягчения запрета на сотрудничество. Он ясно заявил, цитата, «Постановление о несовместимости остается в силе. По его словам, для меня не может быть политического сотрудничества с партией левых, пока в ее рядах действуют отдельные агрессивно настроенные группы». Комментируя недавний съезд партии, который прошел на выходных, Линнеман отметил, цитата, «Недопустимое высказывание в адрес отдельных групп, прозвучавшие на съезде, еще сильнее отдалили левых от Христианско-демократического союза, чем это было прежде». Таким образом, в рядах ХДС назревает скандал. Одно крыло партии за сотрудничество с левыми, а другое категорически против. По мнению президента США Дональда Трампа, высокие цены на медикаменты в Соединенных Штатах – это вина не американских фармацевтических компаний, а именно Германии. Да, именно так. Трамп открыто обвинил немецкую систему здравоохранения и в целом весь Евросоюз в несправедливом подходе. По его словам, американские пациенты переплачивают за лекарства, тем самым финансируя медицинские исследования, результатами которых затем пользуются европейские страны по низким ценам. Чтобы изменить такую вот ситуацию, Трамп решил подписать специальное президентское распоряжение. Накануне своего визита на Ближний Восток, это была первая, напомню, крупная зарубежная поездка во второй срок его президентства, Дональд Трамп выступил с резкой речью перед журналистами в Белом доме. Он обрушился с критикой на Германию и Европейский Союз, назвав их буквально «злыми». Как я сказал, поводом для такой эмоциональной реакции стали именно запредельно высокие цены на медикаменты в Соединенных Штатах Америки. Он подчеркнул, настоящая причина – это социалистическая система здравоохранения в Германии и других странах Европейского Союза. В своей речи Трамп также заявил, цитата, «Европейский Союз даже злее Китая».
После этих слов Трамп, как всегда, эффективно взял в руки один из своих знаменитых толстых черных фломастеров и подписал декрет, согласно которому цены на рецептурные лекарства в США должны снизиться от 30 до 80%. Документ обязывает Министерство здравоохранения Соединенных Штатов Америки в течение 30 дней предоставить фармацевтическим компаниям новый прайс-лист, ориентированный не на внутренние реалии американского рынка, а на самые низкие международные цены, независимо от размера экономики и положения страны на мировом рынке. Под особое внимание должны попасть те медикаменты, у которых разница между ценами в Соединенных Штатах Америки и за рубежом особенно заметна. Такая инициатива вызвала немало споров и противоречий. Для справки скажу, что в Соединенных Штатах Америки фактически отсутствует практика государственного регулирования цен на лекарства. Более того, подобное вмешательство Вашингтона в свободный рынок могло бы еще совсем недавно быть заклеймено как социализм. Останется ли этот указ в силе, приведет ли он к реальным изменениям и какие именно последствия он принесет, пока не ясно. Американские СМИ предполагают, что фармацевтические компании подадут в суд на Дональда Трампа, чтобы оспорить новые правила. По данным Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки, в 2022 году цены на лекарства в Соединенных Штатах были почти, внимание, в 3 раза выше, чем в 33 других индустриально развитых странах. В свою защиту представители фарминдустрии говорят о высоких затратах на исследования и разработку новых препаратов. В отличие от многих других государств в Соединенных Штатах Америки нет централизованной системы регулирования цен, и фармацевтические компании самостоятельно устанавливают стоимость медикаментов. Теперь же Дональд Трамп, используя политическое давление на отрасль и обвиняя зарубежное государство, пытается найти решение этой давней проблемы. Я вам хочу еще напомнить, Дональд Трамп уже обещал снизить цены на медикаменты, что практически не удалось реализовать. Это была одна из ключевых тем его предвыборной кампании. Однако на самом деле система осталась неизменной. Его преемник и одновременно предшественник Джо Байден стал первым президентом, при котором произошли государственные переговоры с производителями лекарств. Эта мера позволила добиться снижения цен и на ряд жизненно важных препаратов, включая инсулин, особенно для пожилых людей с низким доходом. Внимание! Примерно 150 миллионов американцев с низким уровнем дохода имеют медицинскую страховку. Эти программы позволяют им получать необходимые медикаменты бесплатно или с существенной скидкой. Однако, если ситуация не изменится и фармацевтические компании продолжат игнорировать необходимость снижения цен, Трамп в своей новой директиве угрожает жесткими мерами. Он говорит о возможности установления фиксированных цен на лекарства на государственном уровне, а также о снижении стоимости рецептурных препаратов путем агрессивных действий. Среди таких мер это разрешение на ввоз более дешевых альтернативных лекарств из-за рубежа, ограничение экспорта, антимонопольное расследование, а в отдельных случаях даже аннулирование лицензий на продажу на рынке в Соединенных Штатах Америки. Все эти шаги направлены на то, чтобы усилить давление на американскую фармацевтическую отрасль и заставить ее пересмотреть новую политику. А теперь давайте обсудим, действительно ли это разумный компромисс Фридриха Мерца начать сотрудничать с левыми, и давление на фарминдустрию – это путь к переменам, или все же виток политического безумия Трампа. Подпишитесь и спасибо за просмотр.